Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». У меня на канале очень много рецептов проверенных приготовления мант. Но сегодня я с вами хочу поделиться просто отличным рецептом. Манты с тыквой и мясом. Они получаются мега сочные, мега вкусные и очень-очень аппетитные. Не смею вас задерживать, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Приготовим жидкость. У меня мерная емкость 250 мл. Вода теплая. Где-то 60-65 градусов. Сюда же добавляем 1 столовую ложку соли без верха. 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И сюда же добавляем 1 яйцо. И желток и белок вместе. Все хорошо смешиваем. И сейчас готовим тесто. 600 грамм муки обязательно просеиваем. Мука пшеничная белая, высшего сорта. У меня на канале есть очень много хороших проверенных рецептов приготовления мант, где я готовлю на холодной воде. Сегодня я буду готовить на теплой воде, на горячей. Поэтому я оставлю ссылочки под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие. Я думаю, вам понравится. Подготовленную жидкость выливаем сюда к муке и замешиваем тесто. Тесто должно получиться тугим. Если у вас тесто получается мягким, добавьте еще муки. Тесто не должно быть мягким. Оно должно очень хорошо держать форму. При таком соотношении 250 мл воды, 600 грамм муки, тесто мягким не будет. При всем при том, что мука отличается, в любом случае тесто будет очень хорошее. Также добавили сюда яйцо. Вы мне часто в комментариях пишете, что тесто, которое я замешиваю на ледяной воде, оно очень тяжело замешивается. И я вам сейчас показываю более облегченный вариант теста. Но опять-таки на манты, на пельмени тесто должно быть хорошо тугое, хорошо вымешанное. Поэтому немножко потрудиться, конечно же, нужно. И вот сейчас мы уже воду не добавляем. А вот начинаем месить его, вмешивать всю муку. Вымешиваем тесто. Тесто у меня уже однородное. Посмотрите, какое оно. Прекрасно держит форму. Тугое тесто. Вот такое оно и должно быть. Сейчас мы дадим ему отдохнуть хотя бы час под пленкой. Не игнорируйте тот момент, чтобы добавлять растительное масло, если вы замораживать будете манты. Тогда они не будут трескаться. Все, подкатали в шар. И сейчас отправляем в пакет. Пусть отдыхает часик, а пока займемся начинкой. Итак, будем готовить начинку. У меня мясо подморожено, чтобы удобно было разрезать на кубики. Мясо не жирное, с легкими прожилками, жировыми. А обычную пленочку все удаляем обязательно, иначе будет жесткие манты. Здесь у меня 500 грамм говядины, 500 грамм будет тыквы, 500 грамм лука, а также 200 грамм жира говяжьего, либо бараньего, я обычно кладу. Если вы хотите более диетический вариант, добавляйте 50-80 мл растительного масла, либо сливочного. И сейчас от кожуры очищаем тыкву и нарезаем небольшим кубиком. Точно так же нарезаем и мясо, и лук, и жир. Мясо волокнистое, очень вкусные будут манты. И нарезаем на небольшой кубик. Вот посмотрите, вот такие вот небольшие кусочки должны быть. Мясо готово. Перекладываем в емкость, где будем все соединять. Жир тоже хорошо, если он немножко подморожен. Тогда его легче нарезать. Если есть прожилки, обязательно удаляем. У меня это бараний курдюк. Мы любим сочетание говядины и баранины. В принципе, это классика для мант. Обычно на килограмм мяса берется 150-200 грамм жира. Именно благодаря луку и жиру манты получаются жирные, вкусные.
Конечно, это блюдо не про то, что это диетическое. Конечно, это калорийное блюдо. Обычно это праздничное блюдо, поэтому готовится не так часто. Но если вы хотите приготовить сочные, вкусные манты, я вам предлагаю с жиром. Говяжий можно приготовить. Очень вкусно. Жир тоже отправляем в емкость. Я оставляю место для лука. Здесь мы выложим лук, я его должна пожимкать, поэтому все будем делать отдельно. Как можно мельче. Очищаем от кожуры. Посмотрите, какая сочная тыква. Красота, несмотря на то, что сейчас на дворе у нас май месяц, а тыква просто потрясающая. Если вам сложно нарезать, можете на крупной терке. Я нарезаю кубиком. Небольшим. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, какую начинку вы любите в мантах. Мы уже с вами обсуждали в комментариях, кто называет манты, кто называет манты. Я родилась в Узбекистане, у нас называли манты. Я хочу скоро приготовить с джусаем. У нас уже джусай в продаже. Вы напишите, какие начинки любите вы. Потому что манты есть много разновидностей. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Тыкву тоже нарезали. Итак, у меня здесь начинки. 500 грамм тыквы, 200 грамм жира, 500 грамм мяса, 500 грамм лука. Получается 1,7 кг. На 100 грамм начинки получается 1 грамм соли. Я добавляю 1 чайную ложку черного молотого перца. И добавляю 18 грамм соли. Вообще 17 грамм выходит. Я еще 1 грамм добавляю. Соль у меня морская крупная. Пол чайной ложки добавляю зиры. Вы пишите в комментариях, что зиру не любите. Мы любим зиру. Вы не любите, не ложите. Вот так ее перетираем, чтобы ароматы раскрылись. Можно в измельчителе. И к луку добавляю 1 столовую ложку растительного масла без запаха. И сейчас нам нужно лучок вот так пожимкать, чтобы он был мягкий, нежный и сок пустил. Мы раньше с мамой, когда готовили манты, у нас механическая мясорубка была, ручная. И у нас была такая сетка у мясорубки с продольными вырезами. Я думаю, возможно, у вас такие есть. Вот если вы пропускаете в такой мясорубке лук, он получается крупный, но поджатый. Очень хорошо ведет себя в начинке, в мантах. Посмотрите, какой красивый лук у нас получился. Сейчас мы сюда добавляем ледяную воду 100 мл. Почему ледяную? Для того, чтобы у нас начинка была стабильная, хорошая. И сейчас все хорошо смешиваем. Больше ничего добавлять сюда не надо. Все хорошо нужно смешать, чтобы все специи между собой смешались, переженились, и будет очень вкусно. Соотношение здесь продуктов очень хорошее. Вот именно тыквы, мяса и лука и жира очень идеальное соотношение. Попробуйте, вам очень понравится. Манты получаются просто изумительные. Вот так немножко пожмите тоже начинку, так, чтобы у вас белковые прожилки выделились из мяса. Тогда легче будет лепиться. Вот посмотрите, уже лепится. Но долго месить тоже не нужно, чтобы потом не была котлетка в мантах. Все, начинка изумительная. Все готово. Посмотрите, какое тесто. Изумительное. Подкатываем его. Гладкое тесто. Вот на контрастной воде тесто получается вот такое красивое. На ледяной, либо на горячей. Я нарезаю на жгуты. Тесто плотное. Посмотрите, какое оно в разрезе. Очень эластичное. И сейчас немножко скатаем их в длину. И нужно, любая манипуляция с тестом, немножко нужно ему отдохнуть. Вот так, достаточно.
Нарезать будем сейчас на кусочки, где-то по 20 грамм. Вот такой толщины жгут достаточно. И нарезаем на небольшие кусочки. Обязательно тесто нужно будет держать под полотенцем, чтобы оно не заветривалось. И желательно, чтобы сквозняка в доме не было, в той комнате, где вы готовите. Из этого теста можно готовить лагман, можно готовить пельмени, вареники, хинкал, хинкали, идеальное тесто. И сейчас каждый кусочек теста скатываем в шарик. Так оно лучше будет раскатываться. И придавливаем. Вот так. Вот такие шарики. Вы можете просто вот таким вот образом просто прижать и раскатывать. Это тоже, мы любим так, мы так делаем. Скатываем шарик и придавливаем. Вот так. Итак, у меня получилось 43 шарика по 20 грамм. Любая манипуляция с тестом, нужно тесту дать немножко отдохнуть. Даем 5 минут. Начинаем готовить. Все основные шарики оставляем под пленкой. Берем шарик и начинаем раскатывать. На рабочую поверхность немного муки. Мантоварку я уже поставила на огонь. И сейчас начинаем раскатывать. Края у нас должны быть тоненькие, а серединка чуть-чуть толще. Потом отряхнем. Вот такие должны быть сочные, тоненькие. Смотрите. Вот такие сочные получились. И от муки еще обязательно отряхнем. Встряхиваем, чтобы лишней муки не было. Вода у меня уже тоже закипела. И сейчас мы начинаем лепить. Подготавливаем каскан. Смазываем боковинки обязательно, если у вас манты будут касаться, чтобы не приклеилось. И, конечно же, основание. У меня здесь будет вот такой силиконовый коврик, поэтому я не смазываю. Хорошо выкладываем начинку и соединяем серединку и соединяем края. Вот так, чтобы у нас вот так красиво получилось. Вот так. Такие манты мне напоминают тюльпаны. Очень красивые получаются. Скрепляем серединку. И потом сначала один край и затем второй. Вот так. Собираем у серединки. И у нас получается вот такой красивый тюльпан. Смотрите. Основание мантышек вот так обмакиваем в растительном масле без запаха и выкладываем на расстоянии друг от друга. Они еще будут увеличиваться. От пара будут раздуваться, поэтому немножко на расстоянии. И оформляем второй ярус. Я немножко отступаю от краев. Здесь будет крышка.
чтобы не прилипло. Отправляем на мантоварку. В мантышнице вода активно кипит. Устанавливаем каскан. Накрываем крышкой и не открываем крышку. 35 минут варим на большом огне. Смазываем блюдо сливочным маслом, либо растительным. Итак, дорогие друзья, манты у нас получились настолько сочные и вкусные. Это просто объедение. Всем настоятельно рекомендую приготовить именно по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам мирного неба над головой, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.